Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Восточное меню. И я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня на этом ролике я вам покажу свой метод приготовления восточный узбекский сумаляк. Для этого нам понадобится 5 килограмм пшеницы. Я хорошенечко почистила от мусора и оставила целые зернышки. 3-4 раза промываем. Вот уже 3-4 раза помыла хорошенечко. Пшеницу оставляем в теплом воде на 24 часа, чтобы пшеница набухла. Второй день. Вот уже у нас пшеница набухла. Теперь воду сливаем. Теперь пшеницу кладем на хабашный материал, либо на скатерть. И так сворачиваем. Потом кладем в тазик, чтобы вода не стекала по столу. Сверху поливаем водой и оставляем на сутки. Сутка у нас прошла. Открываем. Вот они уже корни распустили. Теперь нам понадобится поднос либо доска. Пшеницу распределяем по всему подносу, чтобы везде было одинаково. Высота пшеницы 1,5-2 сантиметра, ни больше, ни меньше. Вот у меня получилось 2 подноса. Теперь нашу пшеницу оставляю при комнатной температуре на 3 дня. И 3 раза в день буду поливать водой по чуть-чуть, так как наша пшеница не любит много воды. Итак, этот процесс мы продолжаем 3 дня. Я просто не сняла на видео, так как это долгий процесс работы. Все, уже закрываю пленкой и продолжаю в том же этапе 3 дня. Вот уже у нас 3-й день, наша пшеница выросла. И режем ножом, чтобы нам легче и удобно было пропускать через мясорубку. Вот смотрите, какие у нас белые корни. Чем больше корней, тем слаще у вас получится сумаляк. Теперь делим на несколько кусочков прямо руками и пропускаем через мясорубку. А затем надо будет замочить в холодной воде и оставить на 30 минут. Потом будем пропускать через сито. Вот, теперь смотрите, нашу пшеницу мы пропускаем через сито и выжимаем руками. Вот таким образом. Потом нам надо будет нашу весь пшеницу опять же замочить повторно в холодной воде. Итак, этот процесс продолжается 2 раза. В 3-м этапе пропускаем через мясорубку. Опять же надо будет замочить в 3-й раз в холодной воде.
Теперь нам надо будет большой казан, либо кастрюля, чтобы варить наш сумаляк. Наливаем 2 литра растительного масла, а затем первую воду от пшеницы. У меня казан 20 литров. Так, налила первую воду 15 литров. А затем мука. Мука у меня 5 килограмма. Взбиваем миксером, либо венчиком. Вот уже получилась однородная масса. Теперь в наш сумаляк кидаем камушки, чтобы низ не подгорало. И непрерывно перемешиваем, пока наш сумаляк не закипит. Вот наш сумаляк закипел. Снимаем пену и варим 5-6 часов до загустения. Вот уже у нас 5 часов прошло. Естественно, наш сумаляк изменился в цвете. Теперь на этом этапе нам надо будет постоянно, непрерывно перемешивать, потому что наш сумаляк в этом этапе может подгореть. И таким образом опять же варим 2 часа. 2 часа у нас прошло. Теперь наливаем нашу вторую пшеничную воду. Налили уже вторую воду. Теперь постоянно, непрерывно перемешиваем, пока наш сумаляк не закипит. Вот уже у нас второй раз закипел. Снимаем пену. Опять же варим 5-6 часов. Вот 5-6 часов прошло. Наш сумаляк, естественно, уменьшился. Теперь нам надо будет опять же 2-3 часа варить в этом этапе. Только надо будет постоянно перемешивать, потому что может подгореть. Внимательно следите в этом процессе. Вот уже 2-3 часа прошло, и наливаем нашу последнюю пшеничную воду и перемешиваем до закипения. Вот наш сумаляк вскипел, и варим 3 часа и отключаем наш огонь. Наш сумаляк готов, все хорошо перемешиваем, закрываем крышку и оставляем на ночь. Естественно, наш сумаляк сейчас жидкий, когда она остынет, станет густой. Вот уже следующий день, наш сумаляк все еще теплый. Теперь мы будем раздавать всем своим знакомым и родственникам. Всем спасибо за просмотр. Если вы не подписаны, то подписывайтесь на мой канал и пишите свои мнения в комментариях.